Всем здравствовать! Сегодня в гостях у меня 210 Mercedes. У меня было снято уже по нему одно видео, где я ремонтировал механическую коробку передач. У человека было включено 2 скорости. В общем, запчастей на коробку он не нашел у нас в городе. Я сказал, выйди как-нибудь с этого положения. Ну, в общем, в том видео есть, как я вышел с этого положения. Я человеку сделал автомобиль, и он уже после ремонта наездил около 40 тысяч километров. В общем, сегодняшнее видео я хочу посвятить людям, которые не обращают внимания на стуки с ходовой части. И какие последствия бывают, если вовремя не делать ремонт ходовой части. В общем, какая история произошла с этим автомобилем в этот раз? У нас вот видно, лопнула пружина. Вот один виток. Видите? Я не знаю, видно? Ну, я думаю, видно. Вот. Вследствие чего пружина сместилась. Видите, вот сюда. Вот. И разорвала верхнюю чашку. Вот. Соответственно. Вот. Разорвала верхнюю чашку. И все это из-за того, что вовремя не посмотрели. Вот у него на больших ухабах, так как когда машина начинала раскачиваться, у него клацало, как он говорит, по его словам. Вот. И если бы вовремя заменить пружину, вот этого бы не было. А так вот она, видно, что свежий разрыв. Видите, пружина, получается, вот так выгнулась сюда, сместилась и начала разрывать вот эту чашку. Теперь мне нужно снять пружину для замены. Для этого нужно будет снять вот этот грязевой щиток передний, отпустить болты на нижнем рычаге. Вот здесь вот разобрать, надо амортизатор снять, чтобы был доступ, чтобы вырихтовать вот эту чашку. И я покажу, как я ее отремонтирую. Ну, в общем, здесь надо будет все разобрать, опустить. Болты, чтобы не порвать сайлентблоки, надо будет хорошо опустить вниз рычаг, чтобы их не рвать. Надо будет отпустить болты. В общем, сейчас займемся ремонтом вот этой чашки. Итак, здесь я все разобрал. И вот так вот распер ремонтировкой. Вот. В общем, открылся у нас доступ. Надо теперь, вот, кстати, пружина. И вот что я вам хочу сказать. Вот смотрите. Здесь, конечно, не без помощи коррозии все это обошлось дело. Но я вам скажу, что вот где-то вот до сюда вот чистый металл видно. Сейчас я попробую увеличить. Вот видите, здесь как бы чистый металл, а здесь уже эту чашку начинала разрывать. А тут вообще видим, что коррозия сверху съела. Вот. Тут уже все оно сгнило. Вот видите. Вот, то есть, ну я вам честно скажу, так, вот это мастика, та, которая была, вот она уже отслаивается. Я вам скажу честно, что-то для стакана сильно тонкий металл, я не знаю, сейчас я для интереса промеряю, но мне кажется, тут около миллиметра металл. Для стакана, конечно, тонковато будет. Но все-таки 16 лет машине дает о себе знать. Вытянул я стакан. Не до конца хочу померить, потому что
обещал, что померяю. Так, надо краешек. Так, ну, как я и предполагал, получается тут 1 миллиметр металл, пускай даже 1,1. Но я думаю, что для такой конструкции слабоват, для такого кузова. По-хорошему, конечно, здесь бы высверлить этот стакан, да заменить целиком стакан бы. Но я человеку сказал, он говорит, ну, смысл брать с разборки, они такой же вырежут, и будет такой же гнилой. Говорит, давай этот усилим, да и все. Поэтому, ну, а новый стакан, я думаю, что в данный момент ему нужна машина, это долго ждать будет. В общем, будем латать этот. Вот так он тут сверху выглядит. Здесь надо будет его чуть-чуть еще подвытянуть. Ну, в общем, сейчас вытяну, соединю, прихвачу, усилю, накладочки сделаем. Ну, в общем, покажу результат работы. Чашку я отрихтовал. Вот так это получилось. Неплохо. Сейчас я проварю здесь полностью шов, зачищу его и наварю сверху жесткость, и, наверное, запущу ее сверху еще вот так, чтобы была дополнительная жесткость сверху, и попроварю ее еще к чашке. Проварил чашку, зачистил мастику по краям, потому что буду приваривать и к лонжерону для жесткости. Единственное, не было у меня обычного металла такой толщины, чтобы вот нашел нержавейку, кусок нержавейки 1,2, буду делать с нее. Итак, вот так вот у меня все получилось. Здесь было все порезано, сверху лист порезан на сектора. Эти сектора были приварены к родной чашке. Здесь одна электрозаклепка и 2 электроточки. С этой стороны точно так же. Одна электрозаклепка и 2 электроточки. Сейчас я обработаю все это мастикой, потому что варил я проволокой не нержавеющей, а обычной. Поэтому сварочные вот эти вот все точки и швы будут ржаветь. Сплошняком я вам не рекомендую проваривать здесь, потому что вы должны не забывать, что это элемент кузова, и он должен играть. Поэтому, чтобы у вас ее не отрывало, вот надо варить вот так точками. В заключение хочу подвести итог и сказать, что вовремя ремонтируйте ходовую часть автомобиля, и у вас не будет никаких проблем с другими элементами кузова и элементами подвески. Все, спасибо за внимание, до новых встреч, подписывайтесь на мой канал.